Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как быстро у замиокулькаса нарастить листовую массу и укрепить корневую систему, а также увеличить клубень в размере. Ведь если клубень маленький, то листовую массу практически нарастить невозможно. В данном случае я вам показываю черный замиокулькас, ему ровно год, и за год он нарастил 8 листьев. У меня есть видео на канале, как я его периодически обстригала на размножение. После размножения он, естественно, долго восстанавливается, и поэтому только сейчас выдал 2 новых листочка. Вот вы видите, зеленый, как раз это и есть новые листья. Это замиокулькас зензи, маленький карлик. Еще год назад здесь был один клубень и одна большая крупная ветка. Это вот я сейчас вам показываю, это новые все веточки. Они даже немножко отличаются цветом от главной. Вот это главная ветка. И от нее за год нарастилось очень много клубней. Корневая система развивалась. И вот пошли новые листики. Вот еще даже новый росточек вырастает. Это, конечно, все с помощью подкормок. Если, например, черный замиокулькас и зензи не кормить, они вообще будут стоять без новых листьев, будут тормозить в росте и не будут выдавать новых листьев. Итак, давайте приступим. Нам понадобится пол-литровая банка, либо берите литр. Я вам также расскажу дозировки на литр и на пол-литра. Но я беру пол-литра, потому что эту подкормку буду применять для одного замиокулькаса. А также остатки вылью в другие цветы. Итак, нам понадобится вода, у меня всегда отстойная, и нашатырный спирт. Нашатырный спирт применяю именно для наращивания зеленой массы. Почему именно для зеленой массы? Потому что в нем содержится большое количество азота. А именно азот нам помогает, если, например, тонкие стебли, побеги недоразвиты, к примеру, маленькие нехорошие листики вырастают, например, от одного клубня вырастает один большой росток, а другой маленький. В этом также поможет именно нашатырный спирт. Нашатырный спирт, а именно аммиак, можно купить и аптечный, и есть специальный, который продается в садовом магазине, можно даже купить самый дешевый. Принцип действия у них один и тот же, и процент, в среднем 10% нашатырный спирт продается абсолютно везде. Применяется 2 мл на 1 литр воды. У меня здесь пол-литра, и поэтому я применяю 1 мл. Лучше всего использовать именно спирт и закрывайте нашатырный спирт, потому что у него специфический запах, кстати, не все его выдерживают. И добавлять я буду к нашатырному спирту циркон. Я покупаю в таких больших бутыльках, это очень удобно, хватает надолго. Циркон можно применять на разных этапах развития, а также смешивать его с другими препаратами. На 1 литр воды понадобится 4 капли циркона. Я на пол-литра капаю 2 капли циркона. Данный препарат он стимулирует растения на активный рост, а также ускоряет и усиливает корневую систему и также увеличивает ее размеры. И, конечно, устраняет риск стрессов при пересадке, например, если вы даже перелили ваше растение или засушили. Всего пару капель способны стимулировать жизненные процессы в замиокулькасе, и он начинает активно расти. Данным раствором можно поливать 1 раз в неделю, курсом примерно 3-4 раза. Все смотрите на состояние вашего цветка, как он реагирует на данную подкормку. Главное, не заливайте, потому что если залить замиокулькас, он начинает гнить, и корневая система, естественно, останавливается в росте, и замиокулькас не сможет выдать новых листьев. Горшок у меня с нижним дном и очень хорошо сливает лишнюю жидкость. Именно слив лишней жидкости помогает не застаиваться, и корневая система спокойно дышит, и клубни не гниют. Поэтому используйте подобные горшки, очень удобно. Это замиокулькас зензи. На прошлой неделе поливала данным средством. Курс уже практически пройден. Поливала 3-й раз и очень хорошо реагирует на данную подкормку. Главный ствол наращивает корневую систему, наращивает клубень, и от этого уже вырастают новые листья.
И приступим ко второй подкормке. Нам понадобится также банка. Я беру пол-литровую и отстойную воду. Вода у меня комнатной температуры, стоит на батарее. Именно теплую воду очень любит замиокулькас и хорошо реагирует. Не используйте ни в коем случае холодную воду, тогда он начинает стрессовать и может корневая система даже загнить. Первое средство — это биогумус. Будем его смешивать с другим средством, который будет усиливать данные действия биогумуса. Биогумус у меня именно для комнатных растений. Отлично помогает и нарастить клубни, и укрепить корневую систему, а также нарастить листовую массу. Данный биогумус содержит органические вещества, в том числе гуминовые, фульва и аминокислоты, витамины С, В, В12, В1, В3, полисахариды и другие кислоты. А также содержит макро- и микроэлементы именно в комплексном соединении с аминокислотами и глюконовой кислотой. На 1 литр применяется 5 мл данного удобрения. Я применяю 2,5 мл на пол-литра. Биогумус хорошо стимулирует рост растений на любой стадии развития, а также обогащает грунт и усиливает развитие корневой системы. Применять я буду с цирконом. Циркон прекрасно подходит, его можно соединять и с биогумусом, и с другими средствами. Добавляю точно так же 2 капли на пол-литра воды. Если вы берете литр воды, вам понадобится 4 капли циркона. Обязательно размешиваем. Как раз вот именно биогумус вместе с цирконом, они отлично укрепляют иммунитет и сопротивляемость к различным заболеваниям усиливают. А также смягчают стресс при пересадке, либо при заливе, при засухе замиокулькаса. И будем поливать под корень. Грунт очень рыхлый, и сразу вся вода опускается вниз, не застаивается, не задерживается. Это очень важно. Поливать можно именно исходя из вашего микроклимата. Если у вас очень сухо, то поливайте почаще, но обязательно проверяйте грунт. Если, например, у вас нет внизу поддона, а может застаиваться влага, то, конечно, проверяйте каким-то либо способом, просох ли грунт уже ниже, ближе к корням. В данном случае я вам показываю именно простой замиокулькас. Именно он наращивает и листовую массу, и корневую, и клубни очень быстро. Он не сравним с черным замиокулькасом из Эйзи. При тех же подкормках реагирует намного быстрее, активнее. Вот смотрите, опять вылезло новых 3 листа. Очень красивые листики, и листики становятся все только выше и больше. Есть листики, которые маленькие, это говорит о том, что там маленький клубень. Вот посмотрите, я вам сейчас показываю. Это говорит о том, что клубень маловат для того, чтобы вырастить большие ростки листья. И вот еще один новый. Вот он маленький. Клубенек, значит, там маленький. Но постепенно тот же самый клубень можно нарастить этими подкормками. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео про выращивание замиокулькаса, а также про удобрения для замиокулькаса. Выбирайте только ту подкормку, которая нужна вашему цветку, основываясь именно на ваш микроклимат, грунт и, конечно, степень активности вашего цветка. Всем спасибо и до свидания.